Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую собачку ротвейлера. Вот как она смотрится. Вот. Игрушка самостоятельно может сидеть, стоять. Такая небольшая игрушка, помещается в ладошки. Вяжется легко и просто. Все вывязывается и ввязывается. Отдельно вяжутся передние лапки. Далее они ввязываются в туловище. Вывязываем голову, мордочку и ушки тоже вывязываются. Здесь нет никаких пришивных деталей. По сантиметрам игрушка 11 сантиметров. Расход пряжи на эту игрушку тоже небольшой, так как она вот небольших размеров. По такой схеме мы с вами уже вязали, сейчас покажу, вот таких милых котят. Вот какие они все красивые. Тоже они все самостоятельно сидят. Такая у них форма тела. Это котики. Также у меня на канале есть мастер-класс вот на такую красивую лисичку. Еще мы с вами вязали вот такого мопсика. И есть еще две собачки. Вот далматинец и вот такая собачка. Все ссылки на мастер-классы этих игрушек я оставлю под видео и на видео. Если вам понравилась какая-то из игрушек, переходите и вяжите. А сегодня с вами свяжем вот такого милого ротвейлера. Для собачки ротвейлера я буду использовать два вида плюшевой пряжи. И здесь в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Свяжем ножки. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Вяжем второй ряд. Провязываем 1 столбик. Одеваем маркер. Теперь 2 убавки подряд. Первая убавка. И вторая. И довязываем до конца ряда. Вот так выворачиваем 3 столбика. Сейчас так вывернем. Один, 2 и 3. В конце второго ряда 6 столбиков. Третий и четвертый ряды вяжем по 6 столбиков. И вот третий и четвертый ряды по 6 столбиков, ниточку отрезаем. Вторую точно такую же ножку вяжем самостоятельно и ножки не наполняем. И начинаем вязать туловище. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 и 8. В первом ряду 8 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда, так, маркер вот переставляем в первый столбик, вяжем по прибавке. Итак, в конце ряда получится 16 столбиков без накида. Довязываем их самостоятельно. Теперь третий ряд. В третьем ряду вяжем 1 столбик, следующий прибавка. И так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 1 столбик, прибавка. В конце третьего ряда получится 24 столбика. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2, вывязываем хвостик, 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 соединительный столбик, второй и третий, и соединительный столбик в сам столбик, из которого вывязывали, чтобы не было никаких дырочек. Теперь по туловищу вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой довязываем не до конца. Берем второй дополнительный цвет и провязываем пышный столбик из 4 столбиков с накидом. 1 столбик с накидом не до конца, второй, третий и четвертый. Провязали 4 столбика и оставшиеся 2 завершаем черной пряжей. По туловищу вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 столбик. Переходим снова на контрастный цвет и довязываем еще вторую ножку из 4 столбиков с накидом. 2, 3 и 4. Провязали 4 петельки, оставшиеся 2 довязываем черной пряжей и довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Без изменения 24 столбика. Далее я перейду на другой цвет пряжи, потому что на черном вам будет плохо видно, как вязать, потому я буду показывать по другим мастер-классам, вот как вязать эту игрушку, а вы продолжаете вязать далее черным цветом. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду тоже вяжем 24 столбика. 1, 2, хвостик убираем, пускаем так вниз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот так довязываем
до конца эти 24 столбика. Переходим на 6-й ряд и в 6-м ряду будем вязывать передние лапки. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 2 прибавки подряд. Одна прибавка и вторая прибавка. Теперь будем привязывать лапки. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать не 9 столбиков, а 8 столбиков. Теперь берем передние лапки. Привязывать их будем таким образом, чтобы убавления вот были спереди. Они будут давать эффект вот таких согнутых лапок. И берем вот за заднюю стенку, не за 2 половинки детали, а только за задние петельки. И провязываем 2 столбика. 1 столбик вместе с лапкой и второй столбик вместе с лапкой. Теперь вяжем 1 столбик по туловищу. Берем вторую лапку и за задние столбики привязываем 1 столбик, присоединяем и второй столбик. Присоединили. Теперь после того, как вот привязали 2 лапки, вот как они смотрятся, 2 прибавки подряд. По туловищу 1 прибавка и вторая прибавка. Далее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы закончили 6-й ряд. Если посчитать столбики, их нужно считать так, как будем вязать вот 7-й ряд. Мы его будем вязать по вот этим столбикам, потом переходим вот здесь на петельки на лапки и снова на лапки. То так получается 32 столбика в 6-м ряду. Теперь 7-й ряд. И в 7-м ряду повторяем 4 раза убавка и 1 столбик. Убавка, 1 столбик, убавка, 1 столбик. Это второй раз. Убавка, 1 столбик. Это третий раз. Убавка и 1 столбик. Это 4-й раз. Вот провязали так 4 раза. Теперь вяжем 11 столбиков. Вот провязываем 1 столбик по туловищу, 1. Переходим на лапки. По лапкам нужно провязать 4 столбика. Для того, чтобы не было дырочки, я делаю вот накид на крючок. И там, где вот провязывали туловище из столбика, и перехожу на лапки. И вот так провязываю 1 столбик на лапках. Это 1, 2, 3, 4 и 5-й столбик
тоже провязываю вот на лапках, перехожу на столбик на туловище, и это 5-й столбик, который мы завершили на лапках. Теперь по туловищу провязываю 1 столбик и переходим на вывязывание на лапках. И тоже, чтобы не было дырочки, в этот же столбик, где мы уже провязывали по туловищу, вот сделала такую петельку и перехожу на лапку. Так, это мы уже провязали 4, 5, 6, это 7-й столбик, 8, 9 и 10 столбик на лапках и за туловище, чтобы не было дырочки. И сюда же провязываем 11 столбик. Вот так мы провязали 11 столбиков и вот поверх лапок. И теперь 3 раза повторяем убавка и 1 столбик. Провязали убавку, 1 столбик 1 раз, убавка, 1 столбик 2 раз и убавка, 1 столбик 3 раз. И так получилось здесь 25 столбиков. Теперь вяжем 8 ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, 1 убавка. Далее вяжем 8 столбиков и убавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Снова вяжем 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. В конце 8 ряда 22 столбика. Теперь вяжем 9 ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3 и убавка. Далее 15 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и убавка. В конце 9 ряда 20 столбиков. Переходим на 10 ряд. Провязываем 5 убавлений подряд. 1, 2,
3, 4 и 5. Тоже смотрите по своей плотности вязания. 5 столбиков вот должны закончиться вот спереди. И здесь мы провяжем 4 столбика. Может, у вас будет на одну убавку больше или меньше. Дальше вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Можно взять наполнитель и наполнить наполнителем. И вот наполнили туловище наполнителем, и получается вот такая форма. И теперь в 10 ряду нам нужно еще довязать 3 убавки. 1, 2 и 3. Всего в 10 ряду получилось 12 столбиков. Переходим на 11 ряд. Здесь уже будем вывязывать голову и провязываем 12 прибавок. Провязали первую прибавку. И так вяжем до конца ряда 12 прибавок. В конце 11 ряда будет 24 столбика. Вяжем 12 ряд. Провязываем 3 столбика и прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Еще раз повторяем. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2. В третьем столбике меняем цвет пряжи на дополнительный. Провязываем прибавку. Теперь 1 столбик, 2, 3, прибавка и довязываем еще 1 столбик. И теперь переходим на основной цвет. Это был у нас 1 столбик, вот 2, 3 и прибавка. 1, 2, 3, прибавка. В конце 12 ряда 30 столбиков. 13 ряд вяжем черной пряжей основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбик переходим на дополнительный цвет. И теперь вяжем 1 столбик, 2, 3
И по центру вывязываем пышные столбики из 4 столбиков с накидом. 1, 2, 3 и 4. Провязываем 4 петельки и оставшиеся 2. И еще один пышный столбик из 4 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали 4 петельки и оставшиеся 2. И довязываем 1, 2 и третий столбик не до конца. Берем черную пряжу и теперь довязываем все черной пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот что получается. 14 ряд. 1, 2, вяжем основным цветом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 13 столбике переходим на дополнительный цвет. Провязываем один столбик, второй столбик дополнительным цветом. Теперь над носиком первая убавка и вторая убавка. И 2 столбика дополнительным цветом. 1, но во втором переходим на основной цвет. И довязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 14 ряду получилось 28 столбиков. Далее дополнительный цвет отрезаем и вяжем основным цветом. Вяжем 15 ряд. В 15 ряду провязываем 28 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Когда довязали до темно-коричневой пряжи, до мордочки, то здесь 4 столбика вяжем за заднюю стенку. Не за обе половинки, а только за одну заднюю. И 4 столбик. И довязываем до конца ряда. Всего в 15 ряду 28 столбиков. 16 ряд тоже вяжем 28 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера. 17 ряд вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков убавка.
Так вяжем до конца ряда. Всего 4 повторения. В конце 17 ряда 24 столбика. Я вставила глазки. Они 10 миллиметров и располагаются сразу вот над дополнительным цветом. Это у нас был 14 ряд, значит глазки между 14 и 15 рядами. И также вот вставила носик на безопасном креплении. И теперь переходим на 18 ряд. Здесь провязываем 2 столбика, 1, 2 и убавка. Так вяжем до конца ряда, 2 столбика, убавка. В конце 18 ряда 18 столбиков. Наполняем игрушку наполнителем, вяжем 19 ряд. Провязываем 1 столбик, убавка. И так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений, и в конце ряда будет 12 столбиков. И последний 20 ряд вяжем 6 убавлений. Так довязываем до конца ряда, до маркера. И вот у нас осталась такая маленькая дырочка. Сейчас мы ее спрячем. Также дозаполняем, если вам нужно заполнить еще игрушку. И теперь вот прячем дырочку за передние стенки каждого столбика. Теперь ниточку потянули в серединку и вывели сбоку. Теперь сделаем ушки. Ушки будем сразу вывязывать. Вот я прикрепила булавками приблизительно, где хочу, чтобы располагались ушки. И сейчас убираем булавку, захватываем за столбики, присоединили. Теперь набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сделали накид на крючок и в четвертую воздушную петлю от крючка 1, 2, 3, вот четвертая, провязываем столбик с накидом. Сделали накид на крючок, в следующую воздушную петлю провязываем еще один столбик с одним накидом. Сделали 2 накида на крючок и провязываем в последнюю воздушную петлю 1 столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида, провязываем второй столбик с 2 накидами из этой же петельки и сделали 2 накида и провязываем третий столбик. Получается такое ушко. И теперь присоединяем соединительной петлей. Ниточку можно отрезать, и вот получилось такое ушко. Так, отрезаем. И такое висячее ушко. С обратной стороны ушка я прикрепила вот ниточку
в верхнем ряду, набрала цепочку из воздушных петель 6, провязала столбики с накидом и теперь их буду присоединять соединительной петлей вот в нижнем ряду. Прикреплю, отрежу нить и эти ниточки спрячем вовнутрь изделия. И у ротвейлера я вышила вот такие белки возле глазиков. И получилась такая красивая игрушка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!